Волга – одна из самых крупных рек Земли и крупнейшая река Европы по своей длине и площади бассейна. Неудивительно, что животный мир такого уникального детища природы поражает своим многообразием. В пределах Волгоградской и Астраханской областей обитает свыше 300 видов птиц, 80 видов млекопитающих и около 70 видов рыб, за некоторыми из которых мы понаблюдаем на суше, в воздухе и, конечно, под водой. Разумеется, зимняя жизнь на Волге существенно отличается от той, которая здесь проходит в теплое время года. Многие птицы улетели в теплые края, часть животных спокойно себе пережидает зиму в своих норах, и рыбы в этом случае не исключение. Давайте же посмотрим, как у них проходит жизнь в суровое время года на Великой реке. Волга-Ахтубинская пойма – оазис длиной почти в 500 километров, наполненный жизнью в засушливой Волжской степи. Это участок суши между Волгой и ее притоком Ахтубой, постоянно питающийся водой от весеннего половодья. Все углубления в рельефе здесь наполнены водой, образуя множество ериков и проток причудливой формы. В Волго-Ахтубинской пойме своя жизнь. Илистый грунт и отсутствие течения привлекают отдельные виды рыб, которых не так часто можно встретить на Волге и Ахтубе. Но зимой снижение уровня кислорода подо льдом вносит свои коррективы в жизнь обитателей здешних водоемов. Безусловно, самой неприхотливой и многочисленной рыбой поймы является карась. Но даже его поведение зимой может кардинально поменяться. Вместо того, чтобы плавать и ковыряться в иле, стайка карасей смиренно держится возле небольшой коряжки. Естественных врагов у этой рыбы не так уж и много, а на ее немалые габариты может не обратить внимания разве что только крупная щука или сом. Однако зимой эти хищники мало активны. Также эта неприметная коряжка чем-то заинтересовала стайку судаков, и соседство с бодрыми карасями их нисколько не смущает. Особи покрупнее здесь также иногда проплывают мимо. И самое удивительное, что глубина в этом месте не превышает 2 метров. Хотя совсем неподалеку здесь расположилась 10-метровая яма, на которой плотность рыбы существенно ниже. А этих судачков, несмотря на довольно юный возраст, уже изрядно потрепала жизнь. К счастью для них, вырваться из пасти грозного хищника им удалось без серьезных последствий, хотя шрамы от зубов и потрепанные лучи плавников с ними останутся навсегда. Тысячи ериков Волго-Ахтубинской поймы с высоты птичьего полета смотрятся безумно красиво. И сразу не скажешь, что поверхность любого из них покрыта льдом. Первым льдом. К началу зимы некоторые рыбы еще не успели растерять свой осенний аппетит и ведут вполне себе активную жизнь. Вот и синец не прочь поискать в илистом грунте что-нибудь вкусное для себя. Один из ериков поймы, который соединяется с Волгой исключительно во время разлива. С конца июня и до самого мая это вполне себе независимый водоем со своей жизнью. Как обычно, здесь царствует карась, от количества которого вода не перестает быть мутной. И помогает ему в этом сазан, мастерски поднимая ил со дна размашистыми движениями грудных плавников. Где-то в верхних слоях воды прячется от хищников беспомощная тюлька. Ее размер настолько невелик, что даже некоторые миролюбивые карповые рыбы не прочь ее проглотить. К тому же перед своим нерестом эта небольшая рыбка содержит в себе небывало высокий процент жира. Береговой глиняный свал на пойменном ерике. Видимо, сонной лягушке надоела продолжительная зима, и она решила покинуть свою нору для скорейшего наступления весны. Небольшой окунек, как бы ни старался, но у него не получилось навести страх на полусонное земноводное существо.
Постепенно в пойму приходит зима, появляются сугробы, и все передвижения местной фауны становятся заметны на снегу. Но вместе со снегом Волжская гидроэлектростанция сбрасывает воду, и в некоторые водоемы поймы начинает поступать вода, иногда с рыбой. Прилив свежей воды также не может не сказываться на поведении рыбы. Она попросту начинает сходить с ума. Карась, судак, сазан. Сейчас им не до лежания на дне. Вода насыщается кислородом, и рыбе нужно куда-то деть свою энергию. В некоторых местах рыбы настолько много, что взвесь попросту не успевает оседать на дно. Однако на закрытых ериках все как обычно. Рыба зимует, а куда-то тратить свою энергию ей незачем. Куда важнее просто пережить эту зиму и снижение концентрации кислорода. Разумеется, что карася это беспокоит меньше всех. Он и в болоте перезимует, если это будет так необходимо. Куда хуже на отсутствие кислорода реагирует тюлька. При его нехватке она одна из первых продемонстрирует свою слабость. Численность тюльки в одной стае может достигать десятки тысяч особей. Если в теплое время года эта рыба предпочитает глубину, то сейчас зимой она прижимается к береговым коряжникам, где у нее появляется возможность пережить атаки хищника. Неудивительно, что такое большое скопление кормовой рыбы могло кого-то заинтересовать. Голодные окуни тут как тут, и при первой же возможности они готовы атаковать стаю тюльки снизу. Впрочем, каких-то особых усилий для этого им делать не нужно. Это легкая добыча. Ахтуба – левый рукав Волги, который берет свое начало возле Волгограда. Река не судоходная, но со своим уникальным характером и красивыми пейзажами. Покрывается льдом Ахтуба несколько охотнее, чем Волга,
и за пределами крупных населенных пунктов лед на этой реке достаточно крепкий. Вот так на ямах с относительно сильным течением зимует судак. Чтобы не тратить свои силы, он попросту ложится брюхом на песок, найдя точку опоры. Никакая пища в этот момент его не интересует. Все его мысли о том, как переждать эту зиму и уйти на нерест в какую-нибудь протоку во время половодья. Иногда следы от жизнедеятельности людей пригождаются в виде укрытия таким рыбам, как сазан. Течение на Ахтубе зачастую не слабое, и подобные металлические конструкции ощутимо ослабляют поток воды. Большой стае сазана подобное местечко весьма по душе. Обычно стерлядка зимует в глубоких ямах, но здесь ей чем-то приглянулся прибрежный коряжник на сильном течении. Зачастую эта рыба зимой не проявляет никакой активности, чем сполна пользуются браконьеры. На сегодняшний день довольно сложно представить, что еще каких-то 100 лет назад этой рыбы в Волге было в достатке. На данный момент кое-как удается поддерживать численность осетровых при помощи искусственного разведения. Одной из самых многочисленных рыб на Ахтубе является язь. Эта бойкая и энергичная рыба любит различные перекаты и глиняные обрывы, с которых летом в воду падают кузнечики. В данном случае небольшая стайка этих рыб быстро скрылась в водах Ахтубы. Ширина Ахтубы редко превышает 300 метров, но это не значит, что данная река не коварна. Даже среди крепкого льда возможны опасные промоины с открытой водой, а где-то рядом с большой вероятностью может располагаться глубокая яма со своими уникальными обитателями. По руслу реки любое затонувшее с корнями дерево вокруг себя образует обширный приямок, в котором весьма комфортно укрываться от сильного течения. Это излюбленное место для зимовки такой рыбы, как сом. В зарослях из крепких корней многие рыбы чувствуют себя в безопасности, и сом в этом плане не исключение. Зачастую соседями сомов в таких местах может быть крупный судак и даже окунь соответствующего размера. Самы же под деревьями лежат буквально штабелями, прижавшись боками друг к другу. Некоторые из них полностью неподвижны, а вот некоторые не прочь попереваливаться с боку на бок. Также соседкой таких сомов может быть щука, крупная щука. Огромная щука, которая по зубам любой здешний судак, не говоря уже об окуне. Но сейчас эту пятнистую хищницу пропитание интересует меньше всего. Через какую-то пару-тройку месяцев ей предстоит метать икру, которая сейчас в ее брюхе еще только созревает. Ну а мы с заснеженной Ахтубы постепенно переносимся на матушку Волгу и окунемся в затоны с кристально чистой водой.
На Волге огромное количество затонов. И зачастую тамошняя подводная жизнь отличается от того, что происходит на течении основной реки. При отсутствии толстого слоя снега, а также карася и сазана, вода в холодное время года здесь бывает настолько прозрачной, что порой можно рассмотреть подводных обитателей с расстояния вплоть до 10 метров. Заиленное дно, какие-то непонятные светлые пятна на нем и даже продолговатые полоски, как будто по дну перемещалась перловица. Но нет, это все следы жизнедеятельности рака. А вот, собственно, и он, поднявший за собой облако мути. Пришло время ему покинуть свою норку и показаться на свет. Где-то вдали пересмыкается еще один рак, оставив за собой уже знакомую нам светлую дорожку. Нелегкое это дело – быть раком. Вся жизнь – это медленное перемещение с места на место. И это при том, что за тобой ведется настоящая охота ввиду того, что ты деликатес. И при всем этом нет никакой гарантии, что тебя не съест какая-нибудь крупная щука или сом. Поэтому лучше пересидеть в норе. К счастью, даже крупная плотва раку ничем не угрожает, ей бы самой не нарваться на щуку. Однако шансы на то, чтобы зимой стать жертвой пятнистой хищницы, особо невелики. Старая и обросшая раковинами моллюсков коряга на дне затона. Летом крупный хищник не упустил бы из виду такое идеальное место для охоты. Но сейчас в глухозимье помимо окуня здесь не встретишь никого. Ну разве что рыбу-иглу, которая крайне заинтересована в том, чтобы ее на фоне коряги не заметили те самые полосатые друзья. Окунь же бесспорно самая любопытная и самая распространенная рыба всех волжских затонов. Этих полосатых бандитов может заинтересовать абсолютно любой движущийся объект. Но, как правило, подобный интерес длится совсем недолго, и через некоторое время окуни бесследно исчезают. А вот на полуметровой глубине можно встретить даже крупного окуня. У него здесь свой интерес. Это все та же беззащитная тюлька. Скачущий уровень воды на реке также не проходит бесследно. Рыбе постоянно хочется мигрировать. Чем больше воды, тем дальше она уходит от основного русла. По протокам, по ерикам и по впадающим рекам и ручьям. Иногда в подобных миграциях можно заметить совсем нетипичных рыб, как, например, ерша обыкновенного.
Тяжело сказать, что потянуло эту рыбу вслед за плотвой, но факт остается фактом. Два следующих проплывающих ерша это нам еще раз подтверждают. Еще одна стая белой рыбы прорывается вдоль верхнего участка ракушечной береговой бровки. Теперь компанию плотве составила густера, а окунь, как обычно, контролирует ситуацию. Где-то на глубине 6 метров на песчано-ракушечном дне лежит неопознанный объект. Совсем нетипичное и непривычное существо для волжских глубин. Голова ящерицы, самовий хвост и камуфляжный окрас. Так это ведь единственный представитель тресковых, обитающий в пресной воде, он же налим. Далеко не самая распространенная рыба реки Волга. Все-таки засушливый степной климат не сильно по нраву этой рыбе, но сейчас зима и налим чувствует себя в своей тарелке. И на данный момент эта рыба отдыхает. Однако любой незваный гость может заставить налима сменить место дислокации. Собственно, это сейчас и происходит. Одинокий крупный пень неподалеку от песчаной косы, и в образованном углублении явно кто-то залег. Чуть приблизившись, можно узнать знакомую усатую морду сома, который для зимовки решил остановиться возле одинокого пня. Хищника ничуть не расстраивает, что в радиусе километра вокруг него никого нет. Ему хорошо и одному. Волга. Ее величие и мощь впечатляет. Здешние места одни из немногих, где эта река сумела сохранить свой первозданный вид. И даже несмотря на то, что ее воды не так богаты рыбой, как даже век назад, все равно в ее глубинах осталось много чего интересного. Полностью льдом Нижняя Волга покрывается не каждый год, но при стабильных морозах ниже 20 градусов по Цельсию есть шанс на то, что она встанет полностью. Но в начале зимы вдоль берегов образуются припаи, а по самой реке бесконечно плывут льдины. Скучный и однообразный песчаный рельеф на приличной глубине. Здесь можно встретить как судака, так и сома. Но сейчас мы видим ершовую детвору, которая в рассыпную разбегается кто куда.
Кто знает, возможно, их привлек старый пень, лежащий неподалеку. Ерши – это излюбленный ингредиент налима и любителей ухи. Сам налим также плавает где-то здесь неподалеку, ищет ершей. Под некоторыми припаями под водой лежат целые завалы из деревьев. Каждый год во время половодья обрывистый берег Волги подмывает течением, и огромные груды земли падают в воду. Зачастую грунт осыпается вместе с деревьями, образуя на дне непроходимый коряжник, который прекрасно подходит для жизни многих видов рыб. Здешний участок заинтересовал целое семейство крупных окуней. Часть из них находится в коматозном состоянии, другая не прочь поохотиться на мелкую рыбешку. Некоторые сообщества окуня впечатляют своей густонаселенностью, а от полосатой окраски рябит в глазах. По-настоящему крупные окуни массой свыше килограмма предпочитают глубину. По своим повадкам и аппетиту они уже мало чем отличаются от взрослого судака. А здесь поверхность незамерзшего участка Волги заполонила стая гоголя. Этих красивых уток не всегда удается разглядеть вблизи, но для Нижней Волги это частые гости. За песчаной возвышенностью под коряжкой прячутся несколько крупных окуней и небольших судачков. Все рыбы явно не в настроении. Об этом свидетельствует то, что каждая из них лежит брюхом на песке. А здесь пара упитанных окуней явно находится в стадии охоты и среди затопленных деревьев выискивает себе жертву. Например, рыбу-иглу, которая за последние годы заметно увеличила свою популяцию в пресных водах Каспийского бассейна. Ближайшим родственником судака является берж. Иностранцы его так и называют – волгозанда. Эта рыба является эндемиком Черноморско-Каспийского бассейна. По своим размерам берши явно уступают судаку и не имеют клыков. Но зато у них более контрастные полосы на спине и крупные глаза. Также берши предпочитают более глубокие участки, нежели судак. Здесь же они полностью погружены в транс, растопырив все свои плавники. Возможно, они испугались саменка, кто знает. Ну а это уже не сомик, а самый настоящий сом, уткнувшийся в дерево. Выдают его торчащий светлый ус и глаз, просматривающийся сквозь ветки. Промоины на Волге крайне опасны. Из-за сильного течения некоторые участки реки не покрываются льдом даже во время сильных морозов. А при потеплении на льду первым делом образовываются прососы, которые на первый взгляд практически не видны. Но в том и беда, что толщина льда в таких местах может быть мизерной, а где-то его нет и вовсе.
Сквозь заросли деревьев просматриваются крупные тушки сазана. Эта рыба зимует в спокойных и безопасных участках реки. В данном же случае они выбрали коряжник под самым берегом и при первой же опасности готовы его покинуть. А эта стайка езей проплывает вдоль коряжника на сильном течении. В подобных местах эта рыба обитает круглый год. Найти щуку зимой не так просто. Это или береговые коряжники, или мелководные участки с густой растительностью. В этой ситуации довольно пассивная хищница выбрала корни затопленных деревьев. А вот ее подруги явно не в настроении, и судя по всему, приход зимы им был не по нраву. Все ждут весну. Занимательно наблюдать за тем, как рыба выбирает себе приямки для комфортной лёжки на сильном течении. Также здесь рядом проплывает язь. Ну а там, где поглубже, в толще воды идет огромный косяк крупной рыбы. Рыжие сазаны плывут на фоне огромных туш белых амуров. Откуда-то сверху к ним присоединяются лещи и караси. Настоящее подводное войско. Орлан белохвост – самое настоящее украшение Нижней Волги. Самая крупная птица средней полосы России, с размахом крыльев до 2,5 метров. Их гнезда можно заметить на деревьях через каждые 2-3 километра вдоль Волги, Ахтубы и среди ериков Волго-Ахтубинской поймы. На деревьях они почти всегда сидят парами, охраняя гнездо. Их основной рацион – это раненая рыба, плывущая по течению. Но если надо, орлан белохвост поймает и утку, и зайца, или отберет добычу у какой-нибудь чайки или вороны. Врагов у этой птицы нет, разумеется, за исключением человека. Волжские глубины с сильным течением и песчаным дном. Это излюбленное место для зимовки крупных самов-одиночек. Данная рыба уже может посоперничать по своей массе со взрослым человеком. Излюбленное место обитания густеры, леща и судака – это песчаные барханы Волги. Если летом за барханами преимущественно стоит густера, то зимой крупный лещ здесь прекрасно уживается со взрослыми особями судака.
Высокий песчаный бархан – это отличное укрытие от сильного течения, и многие рыбы этим пользуются, чтобы зимой попусту не тратить свою энергию. А если откуда-то сверху течением принесет какую-нибудь рыбешку, то судак с удовольствием ее съест. Лещ же в данном случае для судака лучший друг и товарищ. На такой большой реке, как Волга, трудно и опасно быть одному.